Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре разберем компанию Innovative Industrial Properties. Но прежде чем начать обзор, прошу подписаться на мой канал, кто еще этого не сделал, а также поставить лайк и написать комментарий. Эти ролики я выпускаю для вас, и мне нужна ваша поддержка. Для вас это не составит огромного труда, а для меня это мотивация к созданию качественного контента. В данном ролике поговорим о деятельности компании, оценим компанию по фундаментальной устойчивости и выясним, насколько компания привлекательна к покупке в настоящий момент и есть ли у нее потенциал для роста. Теперь давайте перейдем непосредственно к обзору компании. Innovative Industrial Properties – это инновационная промышленная недвижимость. Основанная в декабре 2016 года, она является первой публично торгуемой компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая специализируется на приобретении специальных промышленных объектов недвижимости для регулируемой индустрии каннабиса медицинских целей. Компания сдает в аренду помещения исключительно лицензированным операторам медицинского каннабиса. Industrial Properties также покупает недвижимость у предприятий по производству каннабиса в медицинских целях в тех штатах, где разрешены операции с каннабисом. В настоящий момент в США принята программа использования каннабиса в медицинских целей в 35 штатах из 50. По прогнозам группы ArcView, продажи регулируемого государством каннабиса в США вырастут с 12,4 миллиардов долларов в 2019 году до 34 миллиардов долларов в 2025 году. Штаты разрешили использовать каннабис для лечения медицинских целей, которые могут включать лечение рака, глаукомы, ВИЧ-СПИД, синдрома истощения, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и другие. Ожидается, что в ближайшие годы индустрия медицинского применения каннабиса продолжит значительный рост. Компания относится к сектору недвижимости REIT. Одним из наиболее привлекательных атрибутов REIT является то, что компании должны распределять через дивиденды своим акционерам не менее 90% от своего дохода. Компания со второго квартала 2017 года выплачивает ежеквартальные дивиденды. Давайте посмотрим на краткую презентацию компании. 1,5 миллиарда долларов вложенного капитала. Компания владеет 69 объектами недвижимости. Объекты недвижимости представлены в 18 штатах. Имеет 6,2 миллиона квадратных футов площадей. Вот так выглядит недвижимость, которая сдается в аренду производителям каннабиса для медицинских целей. Все объекты 100% сданы в аренду. 16,7 лет средняя продолжительность аренды. По графику видно, как компания наращивает финансовые потоки, из года в год растет прибыль и денежные средства, полученные от операционной деятельности. Одним из ключевых индикаторов результативности управления недвижимостью является показатель средств от операционной деятельности, так называемый ФФО – Funds from Operation. Этот показатель отображает сумму денежных потоков, генерируемых деятельностью компании в сфере недвижимости. Данный показатель формулируется как чистая прибыль плюс износ и амортизация, находящиеся в управлении недвижимостью, и вычитается прибыль от продажи недвижимости. Смысл расчета ФФО – выделить денежные средства, которые связаны именно с управлением недвижимостью. Помимо этого, он помогает отобразить рост стоимости многих объектов недвижимости со временем, а не ее уменьшение из-за списания амортизации. Данный показатель введен в действие Национальной ассоциацией инвестиционных фондов недвижимости, называемой NAREIT. По данному слайду видна доходность капитала, то есть возврат на капитал вложенных средств в компанию. Видно, как с течением времени возросла доходность Industrial Properties. С конца 2016 года по настоящее время доходность составила порядка 900%, что выше значения индекса S&P 500 и компаний, входящих в индекс Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости. По дивидендной доходности видно, как компания ежегодно наращивает дивидендные выплаты. Давайте ознакомимся с отчетом компании. В целом у компании все хорошо, она развивается, увеличивает свои финансовые потоки. Приобретение и показатели портфеля способствуют росту общей выручки в первом квартале на 103% по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль на 122% и ФФО – это скорректированные операционные средства на 116%. За первый квартал совершено 4 приобретения, включая 3 новых объекта и дополнительное расширение земли в существующем объекте. Компания также устанавливает новые отношения с арендаторами, а также осуществляет расширение существующих отношений. У компании практически отсутствуют долговые обязательства.
С момента выпуска отчета компания приобрела собственность в Пенсильвании, Мичигане и Массачусетсе, а также расширила партнерские отношения и вступила в долгосрочную аренду с некоторыми компаниями. Безусловно, вышеуказанные инвестиции в будущем периоде сгенерируют денежный поток, и компания расширит свой бизнес. По динамическим показателям вопросов не возникает. Видно, как из года в год растет выручка, чистая прибыль, свободный денежный поток и прибыль на акцию. Компания производит доп. Эмиссию, выпускает новые акции в обращение, тем самым привлекает дополнительные денежные средства, которые направляет на инвестиции. Маржинальность у компании высокая, она составляет 56%. По рентабельности активов, инвестиций и собственного капитала все в порядке, виден растущий тренд. Активы у компании увеличиваются, обязательства также подрастают. Увеличивается акционерный капитал, долговая нагрузка снижается. По прогнозам на будущий период ожидается увеличение выручки и прибыли. В текущем году ожидается увеличение прибыли на 30%, в следующем году на 50%. Это очень высокие показатели. Аналитики не так однозначно прогнозируют рост акций. Из 3 аналитиков двое высказались за покупку, один за удержание. Кто-то прогнозирует снижение акции до $175, я не вижу на это причин. Кто-то думает, что в следующие 12 месяцев цена достигнет $230. Это очень оптимистичный сценарий, и я не думаю, что цена может настолько вырасти. Но стоит учитывать мнение аналитиков, делая собственную аналитику и разбор компаний. Что касается текущего состояния, то, как мне видится, с конца 2020 года цена акций находится в боковом движении. Я отметил синей линией уровень продажи акций инсайдерам, который выходил в середине марта 2021 года по цене в $197. Возможно, эта цена станет уровнем сопротивления. Если цена пробьет этот уровень, то вероятно цена пойдет вверх. Есть на то причины. Это позитивный прогноз на будущий период. Отметил на графике красной линией уровень поддержки. Если цена сходит к этому уровню, это будет хороший момент к покупке. Но и при текущих ценах компания выглядит привлекательно, имея потенциал к росту. Как мне видится, по моим прикидкам, исходя из роста прибыли на акцию EPS, имеется потенциал для роста к уровню $216. Этот уровень я обозначил как целевую цену на 2021 год. Теперь давайте подведем итоги. По оценке базовых мультипликаторов компания набирает 2 звезды. Мультипликаторы дорогие, но стоит учитывать специфику индустрии REIT и сферу деятельности компании. Компания платит дивиденды, имеет ростовой потенциал, а значит подойдет под стратегию рост плюс дивиденды. Ожидается существенное увеличение прибыли на будущий период. Инсайдерских покупок в последнее время не наблюдается. Также отсутствует информация от компании по обратному выкупу акций. По фундаментальной устойчивости вопросов не возникает. Стремительными темпами растут финансовые потоки. Компания осуществляет доп. Эмиссию, но она характерна компаниям из сферы недвижимости. Подводя итог, по моему субъективному мнению, компания выглядит привлекательно как с точки зрения будущего, так и с точки зрения стоимости акций в текущий момент. Я поставлю компании 4,5 звезды, делая скидку на индустрию недвижимости и не придавая значения высоким мультипликаторам. Сфера деятельности компании уникальная, может быть даже в какой-то степени защитная, так как продукция, которая производится на площадях недвижимости компании, используется в медицинских целях, а также с приходом к власти нового президента Байдена возможно дальнейшее расширение легализации данного продукта и в других штатах. Друзья, на этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился данный обзор, поставьте лайк, а также не забудьте подписаться, это поможет в продвижении моего канала. Всего доброго, друзья, удачи в инвестициях и до скорых встреч!